Эта история произошла в Брянской области 20 лет назад, зимой. Вечерело. Лесничий Степаныч возвращался домой из заимки после очередного обхода лесного хозяйства. Конечно, можно было переночевать на заимке, как бывало иногда, но он решил вернуться, потому что обещал жене Маше прийти, у нее сегодня день рождения. На дворе январь. День выдался очень морозный и студеный. Степаныч, конечно, знал, что в этих лесах волки, особенно зимой, целыми семьями колобрудят. Вчера в мелколесье следы видел. Волки умные и хитрые. Простой человек подумает, увидев след волка, что это один зверь пришел. А ему-то, Степанычу, с 20-летним стажем лесника, очень даже понятно, что не один зверь прошел, а целая стая протопала. След вслед шли. С собой у него было ружье, которое он почти не использовал без надобности. Так, на всякий случай брал, мало ли что. Все-таки это лес, и могут возникнуть непредвиденные обстоятельства его применить. Путь Степаныча был не очень долг. Вот выйдет из леса по лесной тропе, пересечет поле, а там уже и деревня его. В общем, версты 4. Пока Степаныч шел по лесу, тропа была видна. Освещали ее бледноликая луна да звездные россыпи. В лесу царило безмолвие. В этой тишине было лишь потрескивание деревьев от мороза до хруст снега под ногами. Но постепенно совсем стемнело. Вот луна исчезла, прикрыла ее набежавшая туча. Вдруг впереди себя Степаныч увидел два сверкающих огонька. Он даже остановился от неожиданности. «Волки», — подумал он. Лесник поглядел. Слева, справа тоже огоньки. Оглянулся назад, и сзади сверкают. Ах ты ж ядреный корень, вот это обложили. Со страхом в душе подумал Степаныч. Стрельнуть, что ли? Но их много, не успею выстрелить в следующий раз, подумал он и неуверенно, с трепетом в сердце, не спеша пошел вперед. Волки тоже двинулись, но приблизиться к нему пока не решались. Может, не тронут, подумал лесник. Он знал, что волки очень редко нападают на людей, но сейчас зима, волки голодные, злые, а всем известно, что голод не тетка. Видимо, как-то надо спасаться, лезть на дерево, другого выхода нет, размышлял Степаныч. А волки все ближе и ближе подходят. И страх пронзил всю душу лесника. А тут, как на счастье, луна из тучи показалась, осветила тропу, деревья. Степаныч решил лезть на дерево, но ружье не оставил, хотя и неудобно с ним лезть. «Может, оно сейчас еще и пригодится», — подумал он. Лесник немедля быстро ухватился за ствол сосны и, что было силы, стал подниматься, карабкаться вверх. Чем выше, тем безопасней, решил он. Ощупал ногой небольшой сук, который не дал ему сползти вниз на снег, ведь стволы у сосен высокие и обычно голые, а тут Степанычу повезло. Волки и опомниться не успели, как ушла от них добыча. Не добраться им до нее. Он взобрался наверх до первых сучьев и веток, примостился на один из них, более толстый, обхватил ствол обеими руками для надежности и невольно стал рассматривать семейство. Сначала к дереву подошел матерый, огромный волк, видимо, самец. Стал обнюхивать следы Степаныча вокруг дерева, а потом подошли другие волки. Ходили вокруг сосны, нюхали следы лесника, подняли голову наверх с жадностью, глядя на недосягаемую добычу. Спустя время, немного успокоившись, взяв себя в руки, Степаныч сломал соседние сухие сучки и со всей силы стал швырять их в стаю волков. Волки задвигались, но не ушли. Тогда Степаныч сделал из ружья выстрел вверх и резко бросил в них ружье.
Волки от неожиданности мгновенно разбежались в разные стороны, а потом и вовсе скрылись в лесной чаще. Но лесник подумал, что слезать с дерева было еще очень опасно, ведь волки могут просто выждать свою добычу где-то рядом. Когда Степаныч шел по лесной тропе, он не чувствовал мороза, холода, а сейчас, посидев на дереве без движения какое-то время, его стало знобить, и мороз пробивался всюду, пощипывая все части тела. Подвигаться бы сейчас. Да сломаются сучья сосны, а на таком морозе они еще легче ломаются, и тогда я упаду с дерева, подумал Степаныч. Как можно более поплотнее запахнул полушубок, приподнял воротник, еще крепче обхватил дерево руками и стал думать, как быть дальше. Лесника от холода стал клонить в сон. Он понимал, что спать нельзя, но против своей воли начал сладко дремать, что отбирало его силу. Степаныч взбодрил немного себя, похлопав поочередно руками по щекам, и стал думать о своей жене Маше, что она его сейчас ждет, переживает. И он обязательно должен к ней вернуться живым и здоровым, ведь они любят друг друга, и если с ним что-то случится, она просто не переживет этого. Тем более у нее больное сердце, а сын уже вырос, у него своя семья и живет далеко от них. Прошло 2 часа, как он находился на дереве, волки уже ушли, подумал Степаныч, сейчас я только переведу дух и буду спускаться вниз, сказал себе лесник. Собрав последние силы и волю в кулак, хватаясь за ствол одубевшими руками и опираясь ногами, стал спускаться вниз. Степаныч видел, кроме многочисленных следов вокруг сосны, один глубокий след, который вел в чащу леса, ушли след в след, строем, подумал Степаныч и успокоился. Он спустился, поднял ружье, которое его выручило на этот раз, и, еле передвигаясь, одеревеневшими ногами, вышел из леса, прошел по полю, уже светало. Но деревня еще спала. Ни дымка над крышами, не видно, ни собачьего лая не слышно, и только в окошке дома Степаныча горел свет. Его до сих пор ждала любимая жена Машенька, так он ее называл. Вот такая история приключилась с лесником Степанычем.